Привет, ребята! Сегодня я вам покажу две банкноты 1922 года. Первая – 10 рублей. Они введены в ходе деноминации, проводившейся с декабря 1921 года по апрель 1922 года. Новый рубль обменивался на 10 тысяч старых. Использовались в качестве официального средства платежа до 1 октября 1923 года, когда им на смену пришли купюры нового образца. Рисунок красного цвета имеет горизонтальную ориентацию. Печатались первой московской печатной фабрикой «Газнака». Лицевая сторона условно разделена на две части. Справа находится сложная узорная рамка, по углам которой, а также наверху посередине маленькие гелиоширные розетки с числом 10. По бокам рамки в больших розетках указан номинал, число 10, поверх него слово «рублей». Внутри в центре указан номинал прописью 10 рублей. Над ним в две строки надпись «Государственный денежный знак». Ниже обеспечивается всем достоянием республики. Далее указаны подписи главного кассира и Народного комиссара финансов. Слева на белом поле изображен герб РСФСР. Под ним внизу указаны серия и номер серии. Оборотная сторона имеет схожую с лицевой фигурную рамку, закрашенную фоном из мелких узоров. В правой части купюры пустое белое поле. По углам рамки маленькие гелиоширные розетки с числом 10. По периметру расположено 7 кругов с числом 10 внутри. 3 вверху, 2 внизу и по одному по бокам. Внутри находится еще одна фигурная рамка с надписью «1 рубль выпуска 1922 года равен 10 тысяч рублей всех ранее выпущенных образцов и обязательным приему согласно этого расчета для учреждений республики и частных лиц 1922». Внизу в другой рамке подделка преследуется по закону. Вокруг центральной надписи расположены 4 маленькие розетки и 4 круга с числами 10 внутри. Слева и справа в больших розетках указан номинал, число 10, поверх него слово «рублей». Варианты подписей кассиров: Солонинин, Порохов, А. Сапунов, Беляев, Герасимов, М. Козлов, Дюков, А. Селлево, А. Силаев, Смирнов. Подпись Народного комиссара финансов Н. Крестинский. У данных денежных знаков встречается только серия АА. Номер серии может повторяться. Существует редчайший вариант купюры с красным фоном в виде сетки на лицевой стороне. Основная масса выпусков без фона позади надписи 10 рублей. 100 рублей 1922 года. Также введены в ходе деноминации, проводившейся с декабря 1921 года по апрель 1922 года. Новый рубль обменивался на 10 тысяч старых. Использовались в качестве официального средства платежа до 1 октября 1923 года, когда им на смену пришли купюры нового образца. Рисунок имеет горизонтальную ориентацию, оформлен в красных, светло-желтых и светло-зеленых тонах. Также печатались на первой московской печатной фабрике «Газнака». Лицевая сторона имеет сплошной фон, состоящий из повторяющихся чисел 100 и расположенных по диагонали слов «руб». Посередине находится сложная фигурная рамка с узорами, в верхней части которой герб РСФСР образца 1920 года. В левой и правой частях рамки в больших розетках указан номинал, число 100, ниже слова «рублей». В центре в круге, поверх крупного
цветного числа 100 указан номинал прописью 100 рублей. Над номиналом в 2 строки надпись «Государственный денежный знак». Первое слово выполнено полукругом. Под номиналом обеспечивается всем достоянием республики. Далее указаны подписи главного кассира и народного комиссара финансов, под которыми серия и номер серии. Оборотная сторона имеет фигурную рамку, закрашенную фоном из мелких узоров, в левой и правой частях которой по вертикали расположены числа 100. По углам находятся большие гильяширные розетки с числами 100 и словом «рублей» ниже. Посередине в фигурной рамке надпись «1 рубль выпуска 1922 года равен 10 тысячам рублей всех ранее выпущенных образцов и обязателен к приему согласно этого расчета для учреждений республики и частных лиц». Далее под чертой 1922. Внизу находится картуш с надписью в 3 строки. Подделка преследуется по закону. Варианты подписей кассиров: Порохов, Сапунов, Беляев, Козлов, Дюков, Селлево, Силаев, Колосов, Ложкин, Оников. Подпись народного комиссара финансов Крестинский. У данных денежных знаков существуют серии АА, БА, ВА, ГА, ЖА, ЗА, ИА, КА, ЛА. Номер серии может повторяться. Встречаются редчайшие варианты выпуска с перевернутым фоновым числом 100 на лицевой стороне, а также редкий выпуск на толстой бумаге. Приблизительные цены в 1922 году. Июль. Мука ржаная килограмм 15-20 рублей. Масло подсолнечное литр 65 рублей. Масло сливочное килограмм 80-100 рублей. Мясо 80-100 рублей. Десяток яиц 4-6 рублей. Килограмм картофеля 10 рублей. Килограмм сахара рафинад 170 рублей. Килограмм соли 65 рублей. Килограмм картофеля 10 рублей. Одна селедка 25 рублей. Фунт хлеба 410 грамм 15-20 рублей. Ржаная мука килограмм 15-20 рублей. Фунт рыбы 400 грамм с небольшим 25-30 рублей. Цена на такие банкноты зависит от их состояния. Например, вот эти 10 рублей мною были проданы за 28 долларов, а эти 100 рублей были проданы за 30 долларов. И эти банкноты отправлены коллекционеру в Америку. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если вам нравится видео. До скорых встреч!